Доброе утро, 15 июня. Вот уже полмесяца лета и прошло. Время летит просто сумасшедшим темпом. Сейчас 7:30 утра. Я вышел на первую прогулку. Часик погуляю. Километров 6-5 по ситуации. В общем, с утра еще сегодня не занимался этими своими путешествиями. Что-то я переутомился вчера с ними. И сегодня даже не хочется начинать. Это просто только погрузишься и день пропал. Вчера последний кусочек видео записал. Вот этот, что... самая финальная какая там у меня сейчас ситуация. И сказал о том, что вот может я сейчас с вами говорю, а там этот рейс уже дорожает. Ну так и случилось. Только закончил запись, думаю, ну-ка проверю. Захожу, и он уже вместо 55 на человека стоит 69, по-моему. То есть на ровном месте прилипла сразу 30-ка, да? Если там разница была между дешевым перелетом за 25 евро до Кёльна и, если там посчитать всякие поездки по городу, потом из Кёльна в Ганновер и так далее, тому подобное, выходила у нас переплата по прямому полету до Ганновера, по-моему, 25 или 30 евро. Соответственно, сейчас это уже 60, да, это уже совсем другие деньги. То есть, и я так подозреваю, что там по всем сейчас направлениям такое может быть. Поэтому с утра не хочу расстраиваться, заходить, смотреть. Потому как я еще не решил, как быть дальше. Не решил в том смысле, что надо ли действительно делать вот эту вот сложную схему. То есть с полетом в Италию, там половину времени, и потом в Испанию. То есть уже какие-то я стараюсь подбирать варианты, как бы напрямую в Испанию попасть все-таки. Но уже и малая такая, да что, батя, нормальная идея. Сначала Италия, а потом Испания. Короче, она как-то загорелась. Не знаю. Мне кажется, для нее сильно напряжно будет. Для меня, конечно, вообще ни о чем. А вот ей... В общем, надо думать. Еще билеты не куплены. Как только куплю билеты, тогда уже будет думать поздно. Может, так и надо сделать. Но я тоже немного переживаю. У меня вот эти курсы мои, они, по-моему, мне сказали или до 6 или до 8 июля. То есть не то, чтобы я там как бы боюсь прогулять день-другой. Там последний, пускай финальный день или ничего подобного. Я думаю, если все дни я отхожу и со мной там у них проблем не будет, то бояться одного прогула мне точно не стоит. Тем более, что этот куратор мой сказал, что будет звонить вообще в джоб, чтобы мне дали курс языковой. То есть я даже не знаю, как это правильно понимать. Означает ли это, что я могу не доходить этот курс до конца, а бросить его там где-то? Вряд ли, наверное. Тем не менее, если он уже о чем-то с ними договориться, может, ко мне будет тут менее строгое отношение в плане дисциплины, там, посещаемости и так далее. Это чисто так измышления мои. Вот. Ладно. Короче, за эти путешествия буду думать позже. Вернусь домой и займусь. А с утра вот прикол увидел. Я как бы и раньше слышал о таком, но более-менее человека живого, который это практикует, увидел только сейчас. Называется диета карнивор или как-то так. То есть люди едят только мясо. Вернее, как этот человек сказал, он ест только пищу животного происхождения. Говорит, если оно животного происхождения, я его ем. Если растительного, я его не ем. И он такой весь с красивой бородой, седой. Полтинник ему приблизительно. И он там турникмен, короче. Вроде на заставке стал турникменом там что-то после 45 или что-то такое. Короче, был раньше толстый, я тут похудал. Ролик совсем маленький, я так посмотрел его на ускорке, тем более, как обычно. И основной смысл там какой? Вот он рассказывает, как хорошо у него все на этой мясной диете.
Он говорит, что я потерял, что я приобрел, типа. Ну, рассказал, как у него все там, здоровье улучшилось, там, короче, супер. Вес еще там ушел дополнительно, хоть он и так был уже не толстый. Ну, в общем, и силовые там его, я так понимаю, показатели выросли. Ну, я также не сильно вслушивался, потому что он изначально скептически настроен к таким вещам. Вот, и он интересную фишку сказал, которую я на себе все время замечаю. Как-то он назвал это чувство ложного превосходства, по-моему, что-то такое. Говорит, это то, что вот я приобрел, и то, что меня напрягает. То есть у него постоянно идет сканирование окружающих и сравнение себя с ними в плане того, что ну вот они там толстые. Он думает, блин, ну как они такие толстые. Короче, он за них расстраивается, переживает, и там, а я вот молодец. Ну, короче, как-то так вот. Он-то объяснил это более правильно, чем я сейчас. Ну, смысл, я думаю, понятен. Вот, и у меня тоже вот это постоянно такое чувство было. Ну, как только я в себе что-то меняю, оно постепенно потом, ну, сначала оно очень обострено, а потом постепенно сходит на нет. И вот последнее, что было, это я буквально после похудания начал просто смотреть с огромной жалостью на других людей. Не то, что там, как бы я их, вот там они вообще там типа лохи не могут похудать или что-то. А вот, блин, ну зачем же ты это сделал с собой, человек? Но при этом я понимаю, что человек как бы и сам не понимает, что он с собой сделать, и тем более не мог ничего с этим сделать, потому что я сам проходил эту стадию, типа там разожрался, да, как до поросячьего состояния. А потом только, да, когда похудал, осознал это. То есть я, глядя на этих людей, я испытывал к ним какое-то странное чувство, не то жалости, не то сочувствие, не то, короче, желание помочь, ну что-то вот такое там. Ну и вот эти проповеди, что типа-то это легко, можно скинуть вес и так далее. То есть он тоже об этом сказал, что как бы очень хочется всегда проповедовать, рассказывать. И такое же вернее, после того, как я бросил курить, у меня было то же самое. Я смотрел на всех курящих людей с таким же вот чувством жалости, там, сочувствия и так далее. Потом оно постепенно приходит. Вот и с лишним весом тоже прошло, я не знаю, ну, может, год я так еще обращал внимание на людей. Нет-нет, бывает и сейчас так. Ну, сейчас, потому что тема эта, как бы, постоянно она всплывает, то я вот рассказываю в роликах своих там, да, в каких-то записывал, как похудал и все такое. Похудел, наверное, так правильно говорить. Вот, и, соответственно, немного у себя это в голове оживил, и опять такое возникло, что смотришь, блин, на человека, и думаешь, ё-моё, ну что ж ты сделала с собой, там, особенно девочек, жалко, пацаны-то ладно как-то, а девчонки есть, ну, реально симпатичные, или ты, короче, смотришь на эту тушку 100-килограммовую и думаешь, блин, а ты бы в своем нормальном весе, ну, была бы красавицей прямо сейчас просто. И понимаешь, что это все же уже, то есть она как бы, ну, допустим, там, условно я говорю, там, ты видишь женщину 30 лет, там, с лишними 30 килограммами или 20. То есть она уже в своем возрасте, сбросив этот вес, она как бы, ну, потеряет, наверное, больше, нежели приобретет. То есть, потому что это и где-то какие-то обвисания кожи, потому что грамотно так похудать и без ущерба для этих всех вещей, ну, вряд ли у первого встречного получится. То есть, это надо настолько быть, короче, дисциплинированным и вдумчиво к этому подходить, там, четко проанализировать свой организм, чтобы это все получилось без последствий. А так, скорее всего, это будут, ну, какие-то резкие сбросы веса, там, или диеты, или еще что-то, и, короче, это в итоге еще хуже будет, и где-то кожа обвиснет, где-то общий вид ухудшится, и так далее, и тому подобное. Ну, как оно обычно бывает. Вот. Поэтому ты видишь, как бы, и мало того, что ты сочувствуешь, ты понимаешь, что бесповоротность этого, или как это правильно сказать. Ну да, ну что-то типа того, короче, что все, это процесс уже никогда не обратить. И, ну, как бы упущенные возможности, видишь, типа того. Ну, я не знаю, или потерянные преимущества. Сложно мне правильно сформулировать. Вообще у меня такая доля тяжкая. Я всегда в людях вижу какой-то потенциал, ну, как мне кажется, естественно. То есть смотришь на человека, блин, там по делам его, или там по словам, или вообще по... И думаешь, блин, а ты бы мог бы вот то, вот, а вот так. Ну, короче, вот это моя ложная универсализация срабатывает. Ты думаешь, вот мне бы там его мозг, я бы там что-то начудил. Ну, а почему он не может? И ты думаешь, когда на него смотришь, думаешь, да, он же все же тоже это должен уметь, или хотеть, или сделать, и так далее. Поэтому бывает у меня такая фишка. Короче, что-то меня с утра вообще понесло в такую болтологию. Ладно, я буду завязывать.
Ну что, послеобеденная прогулка, уже даже ближе к вечеру, 5-й час. Вот, задержался после обеда дома. Наконец-то у нас есть прогресс в планировании путешествия моего с дочкой. Я с утра к этому делу подключил жену, потому как мой вчерашний план, он вроде бы всем был хорош, но мне надо было, чтобы его оценили со стороны. И пока я ей все это объяснил, растолковал, разбросал по времени, по маршрутам, чтобы она поняла все, как это устроено будет, потребовалось какое-то время. В общем, посидели мы, погадали. Я ей изложил этот вариант, и мы подумали альтернативный, чтобы, было с чем сравнить, который был бы проще, допустим, возможно, дешевле и так далее. Ну и получилось, что дешевле этого варианта ничего не получается, потому как если даже мы бы улетали из Ганновера напрямую, такие рейсы есть, да, когда улетаешь в обед и прилетаешь сразу в Барселону, но стоимость там, условно говоря, на двоих 200, а то и 220, в общем, в зависимости от того, когда ты купишь. Сегодня вот если бы купили, было, по-моему, 190. Обратный билет тоже, если смотреть опять же на какие числа, но самый дешевый это тот вариант, который вчера, как я говорил, подорожал. Он был по 51, по-моему, или по 55 с утра вчера, а под вечер уже стал по 70. И вот сегодня в итоге я его и купил, так забегая наперед скажу. Вот, и если мы смотрели альтернативный вариант, какой был, вылетаем напрямую из Ганновера за 200 и прилетаем сразу же в Барселону. Там с малой мы чилим и улетаем вот этим вот 16-го, который, как я и сказал, сегодня куплен по 70. Сколько бы он стоил на момент, если бы покупали мы его там позже, не знаю. В общем, в остальном всем из-за вот этого дорогого перелета получалась приблизительно одинаковая цена. Может быть, там чуть-чутку дешевле был бы вот этот простой вариант полета только в Испанию. И там я что забыл сказать, там же дней получалось меньше. То есть там, по-моему, или 3, или 4 ночевки выходило всего лишь. И по деньгам это то же самое, что мой вот этот план через Италию. И мы с женой подумали, и там плюсы есть, и там. То есть я топлю за то, что ребенок особо нигде не был, ничего в этом деле не понимает. И если ему сейчас заложить в голову, что отдых выглядит вот так, ты сел тут свою жопку, посадил на месте, и там на месте ее достал, и чилишь, то это, конечно, удобно, классно, но у него, я боюсь, что у него закрепится этот алгоритм действий. И все его путешествия будут в будущем приблизительно по такому шаблону строиться. Что, по моему мнению, чревато тем, что их будет очень мало, и они будут очень дорогие. То есть я же, в свою очередь, за свой вариант говорил такие доводы. То есть он поедет сейчас со мной, увидит, как можно это делать дешево, как это делать технически, скажем так, может чуть сложнее, но в современных реалиях ничего сверхъестественного. Имея телефон, интернет, чат GPT, кучу сервисов для бронирования, покупки и всего прочего. То есть я на своем примере покажу ему, как условно за 3 копейки, не ожидая там каких-то удобных случаев или еще чего-то, просто ориентируясь в теперешней ситуации, можно находить. Налево пойдешь, направо, вернее наоборот, направо, налево. Так, наверное, направо. Как можно находить хорошие варианты и путешествовать, грубо говоря, тогда, когда тебе захотелось или припекло, или еще что-то, а не ждать, когда у тебя там будут удобные полеты и так далее и тому подобное. То есть я жене говорю так, сейчас она может поехать по моему плану вот таким образом, увидеть этот вариант. В следующий раз, там, допустим, она с тобой или опять же со мной поедет уже по более простому варианту, дорогому, но легкому для нее. И у нее будет возможность сравнить. А если мы начнем сразу с легкого,
то тяжелый ей потом уже покажется значительно тяжелее, чем он есть на самом деле. И как бы уже он будет более проигрышным для нее смотреться. Поэтому как бы такой довод был с моей стороны. Ну и опять же по количеству, наверное, сюда. По количеству всего увиденного, что она увидит, да, при тех же самых деньгах, мой вариант тоже выигрывал. Ну, мы с женой подумали, она как бы и тоже вроде согласна, и я с ее этим легким вариантом был согласен. Так как деньги приблизительно одинаковые, пошел я с дочкой разговаривать, или мы ее там позвали, в общем. И малая говорит: да, я так и Италии увижу кусочек, и там море, давай, батя, вот эту итальянскую. Я говорю: ну, а ты понимаешь, что переезды, все, там мы прилетели, доехали до городка на море и тусуемся, и назад также точно. А тут нам надо будет там поехать, здесь поехать. Ну, в общем, она говорит: не, все нормально, я ей объяснил же, какие там временные промежутки, то все. И она вроде как бы говорит: не, интересно, все хочу. Ну, говорю, ладно. Так, это я возле автобана иду. Тут звук будет мешать, наверное. Так, потопал я. Ладно, пойду. Надеюсь, что-то слышно. Вот, и договорились на чем? Что компромиссный, так сказать, вариант. Я сначала говорил, что-то у нас мало Италии получается именно на море, день полноценный, типа вечером приехали, посмотрели только на пляж, там, наверное, покупаться не успеем. Ну, может и успеем, ну, полноценно потом следующий день, вот 10 число и 11 там с утра, и в тот же день мы должны покинуть этот городок Савона. Вроде как бы, говорю, мало. Может быть, давай сдвинемся все-таки на 16 с вот этим дорогим отлетом и типа еще добавим один день в Италии. Она такая: да, отлет это классно, вот это вот в конце прям отлично было бы улететь без напряга, никакие Кёльны не цеплять, не ездить на поездах, а уже сразу типа почти домой. Ну, говорю, да. Но в итоге она такая: да, давай вот так вот, батя. И уже потом, когда я билеты купил, она: слышишь, а сколько там у нас дней там, сколько там? Я ей все же опять перерассказал. Она: не, наверное, говорит, в Италии хватит, а давай мы все-таки этот лишний день, который у нас образовался, проведем в Испании. Уже типа чилить так чилить. Ну, я такой думаю, ладно, сам напросился на дорогой перелет. Ну, в общем, в итоге, да, так и вышло. То есть купил я из Кёльна в Милан. 8-го мы улетаем вечером. Прилетаем в Милан. Ну, в общем, прилетаем в Бергамо. Это аэропорт Милана, если кто не знает. Короче, лоукостерский аэропорт считается аэропортом Милана, хотя находится фактически в городе Бергамо, который там 50 километрах, наверное. Прилетаем мы туда вечером, там ночуем. На следующий день смотрим сам Бергамо до обеда и уезжаем электричкой, ну, может, там автобусом в Милан, и с Милана электричкой в Савону. В общем, там уже это нюансы будем попозже оттачивать буду я. Вот. Но самое главное, то есть по перелетам билеты уже все у меня куплены. И получается, 9-го мы приезжаем в этот город Савону пляжный, поселяемся там, чилим 10 число, начало 11 числа. И 11-го мы, тоже там у меня небольшие изменения произошли, но 11-го мы уже Италию покинем. Но покинем ее поздно вечером, 11:30 мы вылетаем. И опять-таки не из Мальпенсы, как я вчера говорил, а из Бергамо. Почему? Потому что решили мы не ночевать в Барселоне ночь. То есть мы прилетим в Барселону уже в начале 2-го ночи. Соответственно, нет никакого смысла нам где-то поселяться, ночевать. Во-первых, там перелет значительно дешевле, 22 евро, по-моему, из Бергамо, относительно там почти 40 из Мальпенсы. И выходит, что мы, прилетев, вернее, в Барселону, сразу потихоньку оттуда выбираемся до Барсы от аэропорта, и оттуда едем сразу в какой-то из городков. Вот там я еще пока не решил, что это будет за город. Лорет, де Мар, или это может там другой какой-то. Их там много, и, в общем, буду смотреть по цене, по удобству. И едем в этот городок. То есть мы туда приезжаем утром, можем поспать в аэропорту, там, если малая будет вырубаться, то есть там подремать где-то, я думаю, он будет полупустой, там будет где расположиться, чтобы она подремала. Можем поехать сразу и там уже пойти рассвет встречать на море. Ну, в общем,
до вселения у нас вот такой вот скомканный выходит день, не спавший. Ну, тем не менее, как бы мы экономим неплохие деньги на ночевке в Барселоне, за счет которых мы, по сути, оплатили потом более дорогой перелет возвратом. Вот, не знаю, понятно кому-то, что это будет. Ну ладно, я так больше для себя это фиксирую. Вот, ну и выходит, что 12-го утром мы уже где-то в курортном городке на побережье Коста-Брава. И там мы чилим, значит, 12 число, 13, 14, 15 и 16 утром мы из Барсы улетаем на Ганновер напрямую. Ну вот это такой план. По билетам все перелеты вышли мне с вот этим дорогим, который один тянет 150, там 2 из этих перелетов с купленными местами ребенку у иллюминатора. Как бы все вышло, по-моему, 220 евро, если я не ошибаюсь. Ну, что-то такое там. Вот. Ну, а теперь осталось дело за малым. Забронировать жилье везде. И как бы уже тогда планировать, что там остается. Внутренние переезды, вот эти электрички, там интерсити поезда, метро, там, ну, в общем, такие нюансы, чтобы нигде не было у нас затыков и проволочек. Я же после своей поездки в Барсу и Милан поудалял все приложения городские, эти транспортные. Теперь надо все опять заново поставить, вспомнить, как в них работать, разобраться и так далее. Посмотреть, какие есть дешевые билеты, где там, ну, там, допустим, в том же Бергамо можно суточный какой-то купить, который будет и фуникулеры покрывать. Ну, в общем, вот эти все нюансы уже дополировать. Вот, ну, как-то так. То есть, все, план пошел в действие. Надеюсь, нигде там не будет накладок, потому что, я же говорю, уже в билеты деньги вложены. Не хотелось бы их потерять. Надеюсь, все будет окей. Ребенок как бы в энтузиазме, ее все устраивает. Уже где-то ей там начинаю компромиссы объяснять там по тому же жилью, где вот, допустим, в Савоне я выбираю сейчас. Там мы живем всего лишь сколько? 2 ночи ночуем. Я ей говорю, малая, типа... как бы, смотри, отдельная квартира с кухней стоит там, ну, я условно сейчас говорю, там, пускай там 350 на эти 2 ночи, а вот есть B&B, Bed and Breakfast, это типа, я так понимаю, что это формат вроде как не то что хостел, но одна квартира, в которой несколько комнат, общая кухня, допустим, там какие-то комнаты с общей ванной, какие-то со своей, типа, вот такого формата, типа там 200 евро, допустим. Я говорю, смотри, мы там готовить не будем, ну ты, по крайней мере, тебе там эта кухня нафиг не нужна, я там буду готовить, мы будем приходить, уходить утром на пляж, возвращаться там в обед, может, на чуть-чуть, и потом опять уходить, мы будем проводить там времени не так уж много, то есть общая кухня или не общая тебе по барабану, потому что я готовлю, как бы, что ты думаешь, берем дешевле или дороже? Она там, ну, типа, зачем же переплачивать нормально, тем более, что мы там недолго. Говорит, давай лучше в Барсе уже там что-то такое самостоятельно. Ну, абсолютно так же и я мыслю. Как бы, зачем платить больше там, где это не нужно. Ну, вот и пока все так. Я доволен, слава богу, потому что это стресс, конечно, определенный есть, когда ты знаешь, что все оно вот так на тоненького, и не хочется где-то что-то потерять. И так вон билеты подорожали на Ганновер со вчера. Ну, что делать. Короче, как-то так. В общем, на сегодня все. Новости хорошие, слава богу, поэтому до завтра.